Добрый вечер. С вами Михаил Лобковский и программа «Взрослым о взрослых». Сегодня темой нашей программы станет работа. Очень важно разобраться, зачем мы работаем, для чего, что нам нравится, не нравится, вообще как влияет работа на жизнь. В конце концов, мы на работе проводим большую часть нашей жизни. Такие, как я, например. Сейчас домохозяйки, наверное, думают, это не про нас. А помогать мне в этом будут та же прекрасная Даша Касьянова, что и раньше помогала. Корреспондент «Серебряного дождя». Она провела, как обычно, на улицах Москвы небольшой опрос. Спросила простые вещи у москвичей. А вообще для чего они работают на самом деле? И, конечно, сами респонденты задали тоже немало вопросов, на которые мы сегодня постараемся ответить. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Даша. Я уточню, что когда я подходила к людям на улице и спрашивала, а есть ли у вас какой-нибудь вопрос к психологу по поводу вашей работы, они, кстати, как и обычно, когда ты спрашиваешь какой-то вопрос, просишь задать, они терялись. А вот когда я сначала спрашивала у них, а расскажите, для чего вы вообще работаете? Конечно же, сразу начинали всплывать такие слова, как деньги, самореализация, это самые два распространенных. Самореализация денег. А также, самореализация деньги и в обратном порядке. А вот потом уже просишь задать вопрос, и как-то легче идет. Потому что уже вроде как вникли в ситуацию свою, вспомнили вообще, где они работают, потому что это происходит обычно в выходной, парк, не до работы, а я их возвращаю туда. И на самом деле в основном это мои ровесники. 60+? Которые чаще всего... Даша, а мы должны слушателям сказать, сколько вам лет, чтобы они хотя бы понимали бы. Да, это примерно возраст до 30, после 30. Вокруг 30. Вокруг 30. Уклончиво ответила девушка. Потому что нет никакой проблемы, мне 27, я не скрываю свой возраст, просто кто-то был чуть старше меня, а кто-то чуть младше. И просто дело в том, что я заметила недавно, что как раз среди моих ровесников, тоже плюс-минус, часто возникают эти вопросы с работой. А чаще всего, знаете, на кухне, когда собралась компания, давай ныть, у кого что на работе. И сегодня мы как раз такие вопросы будем разбирать. Давайте послушаем первый. Это девушка Лизавета, которая не может найти дело по душе, как она сказала, как она выразилась. На самом деле девушка уже где-то года 2 или 3 не может заставить себя выйти на работу. Здравствуйте, Михаил. Я хотела бы вам задать вопрос по поводу работы. Дело в том, что я очень долго нахожусь в некотором состоянии бездействия. Я хотела бы себя действительно реализовать, но я не могу найти себе дело по душе. То есть мне хотелось бы работать по специальности, а специальность у меня в области журналистики. А родители твердят мне, что я должна зарабатывать деньги и не думать о чем-то. Как зовут невесту? Елизавета. Елизавета. Что я хочу сказать? Дело же не в том, что сейчас тоже миллионы людей прильнули к репродукторам и думают, что? Да дело не в том, что вы не можете себе работу найти. Работа – это такое формальное название ваших желаний и интересов. Можно ведь так сказать, да? А дело в том, что у вас их просто нету. Вы не знаете, что вы хотите. Вот в чем проблема. Не в смысле я не могу себе работу найти, а я не знаю, у меня нет вообще потребности к самореализации. У меня нет понимания, что мне интересно и что я хочу. Вот где собака порыта. Кто так говорил, помните? Михаил Сергеевич, правильно. Так вот, в этом вся проблема, дорогая Елизавета. Потому что я могу пойти простым путем. Сказать, что есть в разных районах Москвы центры, в которых есть психологическое тестирование по поводу трудоустройства на профессии. Я вам даже сейчас начну умничать и рассказывать, как это бывает. Все профессии, друзья мои, делятся на 3 части. Не так, на 3 вида. Работа с бумагой, работа с механизмами и работа с людьми. Внутри каждого вида есть еще миллионы профессий. Так вот, вы сначала определяетесь путем тестирования, что вам ближе из этих 3, и потом дальше углубляетесь и доходите до какой-то более-менее конкретной профессии. Но я считаю, что это бред. Когда так дети делают, так школьников туда любят посылать, да, вот эти курсы профориентации. Но они дети. Но когда взрослый человек, имеющий уже образование, журналист же, да, Даша? То есть она где-то училась уже. Да, у нее притом очень хорошее образование, это журфак МГУ, но тем не менее, закончив этот институт, такую школу, такую подготовку серьезную, положив столько труда на это, она даже, кстати, получила красный диплом, как она мне похвасталась, она постажировалась 2 месяца.
на телеканале, одном известном российском, и после этого вообще нигде не работала. Ну, неинтересно, да, ей? А сама она не знает, что она хочет. То есть ей нужно как бы прийти в себя, в буквальном смысле слова. Понять, что тебе вообще интересно, что вызывает твое желание. Вот я, например, могу сказать про себя. Я работаю психологом примерно с 23 лет. То есть на сегодняшний день это сколько получает? 36 лет, да? Во-первых, мне нравится моя работа. Во-вторых, если я долго не работаю, долго, например, 2 недели, я как-то кукситься начинаю. Как-то мне это не нравится все. И я даже вот, например, летом поехал отдыхать, да? По дороге зацепил, в Калининград съездил, лекцию прочитал. В Юрмалу скатался, речь толкнул. Понимаете? Мне не интересно вот просто загорать на море или гулять по берегу. Я хочу еще, мне нравится, у меня нет такой как бы проблемы. Я очень сочувствую людям. Будем считать, что Елизавета просто еще маленькая, она еще не нашла себя. Помните, был такой замечательный анекдот. Идет такой международный конкурс акинов, и они на дамбре что-то исполняют. И выходит такой старик, ну просто сел на сцену, на стул, взял дамбру, один раз так пальцем провел по струне, выдал одну ноту и ушел. А за ним вышел молодой парень такой. И у него прямо струн много, он на них так играет. И за голову закидывает инструменты между ногами и вслепую. Ну, виртуоз. Ну и подводит итоги конкурса, и первое место отдает старику, который вообще одну ноту взял за весь вечер. И все зрители в недоумении говорят, а почему? Этот чувак же виртуоз, он уже и так, и так, и так, и да. Он и так, он себя ищет. А старый уже себя нашел. Так вот, я желаю, чтобы вы себя уже нашли. Но для этого надо, конечно, пробовать и работать в разных сферах. Не нравится телевидение? Радио, журналы, газеты, огромный пласт журналистики, это электронные СМИ и так далее. Да полно возможностей. Но вот когда мне что еще понравилось у Елизаветы, у нее красный диплом, да? Это о чем говорит? Что нас интересует не учеба и не профессия, а нас интересуют отметки. Это пусть родители, которые вот хотят из детей выбить в школе золотую медаль или красный диплом, помнят об этом. Ребенка не интересует не то, чем он занимается, не предмет, его интересует только оценка. Ему вообще все равно, за что он ее получает. Поэтому надо вот эту проблему детскую, когда ты не знаешь, что ты хочешь, вернуться и решить. Надо, чтобы ты знал, что ты хотел. Михаил, вот у меня такой уточняющий вопрос. Я недавно наткнулась на очень интересную статью. Девушка, психолог, писала о том, что, вот опять же, упираемся к моему поколению, 30 лет, условно назовем это так. Да. Часто внушали, что надо все бросить, заниматься тем, что тебе нравится по душе. И у меня действительно есть очень много примеров среди моих близких знакомых, которые побросали свои профессии, образование, и вдруг, то есть он был экономистом, стал гитаристом. Была девушка врачом, а теперь сережки из глины лепит. И, знаете, они глухо разочаровались в этом. Мало того, что оказалось, что хобби, которое мы очень часто культивируем, оно все-таки не заменяет нам вот эту профессию и так далее. И вот где вот эта грань, на самом деле, когда нам внушают, что нет, ты должен заниматься только тем, к чему у тебя душа лежит. А ведь вы знаете, когда ходишь на работу каждый день, ежедневно, вот ты экономист, каждый день ты сидишь с этими цифрами, романтика теряется. Вы знаете, какое дело? Люди путают хобби, вы правильно абсолютно считаете, с профессией. Это первое заблуждение. Сережки из глины – это свободное от медицины время, конечно. А вот гитарист – это уже может быть профессия. Теперь по поводу заблуждений. Начнем с того, что все люди, которые себя не реализуют, они ведь как рассуждают? Я бухгалтер, а хочу вот делать глиняные сережки. То есть ты не хочешь быть бухгалтером? Нет. А что ты им работаешь? И тут начинается история, как у Елизаветы, да? А родители, а я думала, а я... Короче, человек уже работает без интереса. Он, собственно, поэтому и хочет поменять работу, правильно? И разочарование не от того, что он хобби занимается, а от того, что он и раньше не знал, что он хочет. И думал, что играть на гитаре – это прикольно. А оказалось, что это тяжело, трудно, и это тоже обременено массой других дел. Кроме самой гитары, чтобы тебя кто-то заплатил за твою игру, да? Там целый огромный мир. С банками, продюсерами, музыкантами, деньгами, оборудованием и так далее. И ты оказался не готов. Поэтому это мне напоминает девочка, хоть тебе оторвали голову или на даче. Помните, да? Это на даче. Ну, типа, каждый дурак хочет играть на гитаре, а не работать бухгалтером.
Бухгалтера, кстати, так не думают. Вот. На самом деле нужно решить проблему с головой, а не с профессией. Надо прийти в состояние, когда тебе все интересно, и тебе хочется себя реализовать. Это, кстати, связано с самооценкой тоже. Люди с высокой самооценкой всегда знают, что они хотят. Люди конкретные всегда знают, что они хотят. И люди, которые живут, как им нравится, они всегда знают свои желания и опять знают, что они хотят. А кто вот так вот работает, убого, я бы сказал, да? Как убого? Не любя свою работу. Это люди, которые имеют низкую самооценку, потому что это очень низкий уровень, не уровень, нет, качество жизни. Я вам больше того скажу. У меня был такой товарищ в юные годы, олигарх, значит, молодой. Ну, правда, как олигарх, он до миллиарда немного не дотянул. Он мне всеми завидовал. Завидовал мне тогда, когда мне долги были в $300 000 как раз. Он говорит, вот ты вот любил психологом работать, и всю жизнь работаешь психологом. А мне вообще все, чем зарабатывать. Я могу стройкой заниматься, могу, какими-то техническими делами. Да, я просто примерно понимаю, что мне может денег принести. И в этом смысле я себя реализую с точки зрения зарабатывания денег, но не с точки зрения профессии. То есть я не могу сказать, что мне нравится то, что мне деньги приносят. И он всегда считал, что... А я какой-то нищеброд был на его фоне, конечно, без денег совсем. Вот. Типа все равно, потому что я хотя бы знаю, что я хочу. Ну да, когда я 69 рублей в школе зарабатывал, я тоже понимаю, что он имел в виду. Вот. Поэтому я считаю, что это большое счастье, потому что люди проводят на работе, Следующий вопрос задала девушка Александра, которая готовится со своим мужем, он у нее подданный Англии, уехать туда, жить уже за рубеж. И поэтому она не видит смысла сейчас резко что-то менять, но при этом чувствует, что все-таки надо, наверное. Давайте ее слушать. Мне хотелось бы сказать, что я работаю ради денег, но на самом деле для меня очень важна реализация собственных амбиций. Мне также я могу сказать, что я работаю ради людей, то есть мне очень важно, в каком я коллективе, с какими именно людьми я работаю, потому что мы на работе проводим большую часть своего времени, и если ты в какой-то ужасной, неблагоприятной обстановке, то можно, мне кажется, вешаться. Мой вопрос заключается в том, что сейчас я работаю, мне нравится моя работа, мне нравится, чем я занимаюсь, но у компании, может быть, не самые благоприятные времена, и работы очень мало. А по объективным причинам мне нет смысла искать другую работу, потому что где-то в ближайшие полгода мы с мужем собираемся уезжать. Вот вопрос. Может быть, все-таки надо заняться чем-то еще? Не знаю, потому что я чувствую, что у меня какая-то прям стагнация. Я деградирую. Вы знаете, хорошее сообщение. Как девушку зовут? Александра. Александра. В Англии нормально будет звучать имя Александра. Дело вот какое. Стагнирует наша Александра. Деградирует. Потому что дело не в переезде, а в том, что она реально не знает, что она хочет. Вот я так вижу эту картину. Это же не в 20, не в 30 лет проявляется. Это проявляется в детстве, когда ребенок, к его желаниям никто не прислушивается, никто не спрашивает, что он хочет на завтрак, обед и ужин. Или пойти с ним в магазин в 7 лет, и чтобы он тоже хотя бы какое-то участие в выборе принимал одежду для себя. И поэтому в школе он как-то учится, родители требуют, чтобы хорошо учился. Он хорошо учится. Что хочешь, а мне все нравится. А что тебе особенно нравится? Да, я ровно ко всему отношусь. А что ты хочешь после школы? Не знаю. Мама с папой же придумают что-нибудь, куда я хочу, да? И вот так вот человек живет на автомате, да? Все нормально, отметки хорошие, успеваемость прекрасная. Нету интереса, все подавлено, желания все подавлено. У родителей есть какие-то свои амбиции, цели и так далее. И в какой-то момент ребенок, когда остается один на один с собой, он уже не ребенок, кстати, он вдруг понимает, что он реально не знает, что он хочет. И ему надо не сейчас работу найти с профессией, да? Его надо обратно отмотать до 3 класса и понять тогда хотя бы, что ему было интересно. Потому что эта история из детства, она не сейчас. Она все-таки школьных лет, мне кажется. Вот я, например, никогда не знал, что я хочу быть психологом. Это странно было. Такой стрёмный ребенок, который в 6 классе хочет быть психологом, да? Значит, другое. Я хотел признания. И я хотел точно работать с людьми. И я точно не хотел 2 вещи.
Я очень плохо ориентировался в механизмах, то есть вся инженерия до свидания. Между прочим, я на УПК ходил в Филевский автобусно-троллейбусный парк, где мы чинили автобусы и троллейбусы. Но не прилипло никак. И второе, я очень не любил что-либо писать, поэтому бумага нам тоже не подходит. Но и учился я одинаково плохо по всем предметам. Вот. А вот то, что с людьми как-то, да, это, видимо, пересилило. И после школы я сначала поступил на режиссерский факультет в Институт культуры, на театральный, 2 года там отучился. Потом пошел в пединститут, еще поучился на истфаке. Все это я бросал. Поучился где-то полгода, по-моему, или год в педучилище на начальную школу, учительницу. И где-то в года только 22 я пошел уже на психфак и уже его закончил, девочке, в 28 лет. Ну, я еще, у меня же СДВГ, я-то поэтому такой. Но что я обратил внимание, да, что я всегда крутился вокруг работы с детьми, с людьми. Как вот ни крути, что в школе, что в театре, что психологом, это в каком-то смысле, в определенном, да, это все равно работа с людьми. То есть я хоть имел какие-то представления о том, что мне это интересно. В этом смысле я был, наверное, более счастливым, потому что понимал, что мне нравится. Там еще слово «надо» прозвучало. Да ничего не надо. Работа не должна ассоциироваться со словом «надо». Работа – это то, что приносит все-таки удовольствие. А когда приносит удовольствие, вы не поверите, денег гораздо больше. Следующий вопрос задал Роберт. Он занимается пиаром в ресторанном бизнесе. Мне очень его вопрос близок, потому что я этим тоже побаловалась, денег заработала и поняла, что, слава богу, прощаюсь с этим делом. Возвращаюсь к любимой журналистике. А вот Роберт в этом деле остается дальше. Это абсолютно его профессия. Их любит, да? Видимо, да. И ему кажется, что его не ценят на работе, но это, знаете, как даже проявляется? Я поясню, потому что я очень хорошо это прочувствовала в момент, когда работала. Знаете, есть такие профессии, когда ты всегда, в общем-то, можешь себе найти дело. То есть вот у тебя есть эта минута, ты, в общем-то, можешь ее отдохнуть, но ты можешь в эту же минуту что-то еще сделать, и это никогда не заканчивается. У тебя всегда есть дела, и ты, если захочешь, ты можешь еще 8-й день в неделе придумать и его тоже загрузить. И вот такая вот постоянная немножечко паника, невроз, что ты можешь еще поработать, это, конечно, сводит с ума в определенной мере. Вот примерно об этом Роберт рассказывает. Привет, меня зовут Роберт, я пиарщик. Я постоянно работаю, все время думаю о работе, много чего делаю, но мне кажется, что я ничего не делаю. Точнее, мне кажется, что мои работодатели думают, что я ничего не делаю. И это заставляет чувствовать тревогу и некоторое волнение, хотя вроде бы все хорошо, но постоянные звонки, письма заставляют меня чувствовать себя вечно занятым, вечно задаченным. Я никогда не могу расслабиться, я никогда не могу напиться. Что мне делать? Главное, что напиться не может человек. А знаете, почему он не может напиться? Потому что он работает в ресторанном пиаре? Потому что он себя должен контролировать все время. Такие люди, у них проблемы с алкоголем, они как раз не пьют. Друзья мои, вы должны понять следующую вещь. Наш герой, он наемный работник. А какое самое ценное качество любого наемного работника, Даша? Правильно. Высокое чувство тревожности. Почему? Повышает ответственность. Видите, он боится работодателей, они вечно им недовольны и так далее. Он думает об этом. Это хорошо думать работодателя. Зато будет пахать, кажется, не за страх, а за совесть, хотя на самом деле за страх. Если вы наемный работник, вы должны быть готовы к тому, что какая бы вам работа не нравилась, какая бы она идеальная ни была, ваш начальник может отравить вам полностью жизнь или члена коллектива, даже в любимой работе. И вы должны это понимать и быть готовы. Вот я по-всякому в своей жизни работал. Когда мне было 14 лет, я вообще работал в зоопарке города Калининграда. То есть я уже был наемным работником. И я там отработал не в зоопарке, а наемным работником. Ну, не знаю, лет, может быть, до 32-33. В школе наемный работник. То есть есть директор. Я еще помню, я возмущался, что у меня такая зарплата была 69 рублей. Я должен как дурак стоять у кабинета 4 часа ждать, когда он еще меня примет, директор. Что странно. С такой зарплатой директор сам должен выходить и на руках заносить тебя в кабинет. Так вот, с 33 или 4 лет я никогда не работал наемным работником вообще. И, наверное, бы сейчас и не смог бы. Потому что нет этой проблемы.
Ну, хочешь работать, не хочешь, сам себе хозяин и так далее. И я хочу сказать, что, конечно, для работодателя такие люди, как нашего героя зовут? Роберт. Как Роберт, конечно, находка. Роберт всегда будет делать даже больше, чем от него требует, потому что он тревожный, он должен угодить начальству. Он об этом думает и говорит. Но для Роберта это разрушительно. Даже выпить человек не может нормально. Ну, куда это годится? Поэтому я советую принять себя таким, как есть, не убиваться на вредном производстве, делать то, что ты хочешь делать, за рамки не выходить. И, как сказал Билл Гейтс, надо работать не 12 часов, а головой. Укладываться в рабочий день и идти гулять. А люди забываются, они когда прямо упахиваются на работе, они вдруг в какой-то момент понимают, а это не их бизнес-то. Этот бизнес принадлежит вообще другому человеку. Поэтому прекрасно, что вы получаете удовольствие от работы, но должна быть какая-то жизнь кроме этого. Не надо прямо все силы-то, всю жизнь отдавать этой работе. У меня сейчас дочь вернулась из Японии. Она сказала, что у японцев есть до сих пор пожизненные договора с компанией. Притом компания таких обязательств на себя не берет. Может тебя выкинуть в любой момент. А ты берешь. Что ты там прямо и помрешь в этой компании. Знаешь, какой пожизненный договор? Не год, не 3, не 20 и даже не 50 лет, а всю жизнь до пенсии. Интересно, правда? Хорошо, что мы не в Японии. Поехали дальше. Что-то в этом роде, наверное, чувствует следующий молодой человек. Его зовут Денис. Сейчас будет тяжелая артиллерия. Денис работает в МВД. Как и большинство работников МВД, он немногословен, мягко говоря. И он задал потрясающий вопрос. Он сказал: знаете, я работаю оперативником в МВД, и вот такой вопрос к психологу. А во сколько он оценивает труд оперативника? Я говорю, а если он скажет, что он в 100 тысяч, вам полегчает? Он не ответил. Я говорю, может, какой-то другой вопрос зададите, как-то переформулируйте этот. И тогда он спросил вот что. Я работаю в оперативном отделе МВД только потому, что мне эта работа нравится. Что делать, если работаешь оперативником, а зарплата не устраивает? Ну, чтобы работник МВД, простых гражданских, спрашивал, что делать, эти люди могут лекции прочитать, что делать, когда зарплата не устраивает, а ты работаешь в МВД. Они могут курсы открыть под названием «Что делать, когда зарплата не устраивает, а ты работаешь в МВД». Как вам объяснить? Все-таки интерес на первом месте. А дальше, когда человек имеет интерес к работе, у него есть, давайте так, правильно разговаривать, да, на тему работы в МВД. У него есть возможности карьерного роста. Вот я работал в школе, мне говорят: Михаил, возьми еще продленку себе, еще 50 рублей. А возьми себе еще дополнительные часы какие-нибудь, классное руководство возьми, еще 43 рубля. Че, мало, что ли? Так смотришь, и уже 75 будет. Так и работники МВД. Не знаю, но это большое счастье, тем более мы знаем, что во многих сферах нашей деятельности люди работают не по призванию. Что половина учителей, например, в Москве, это вообще жены военных, которые типа тут мужа распределили, а ничего другого делать не умеют. Вот. Или как это, все бегут, и я побежал, да, а почему здесь работаешь? Ну, у нас в городе другого института не было, да. Вот. И редко слышишь, когда вот работник МВД по призванию. Я даже поняла так, что он вообще еще тот романтик, то есть он туда рвался, он хотел там работать, он мечтал работать оперативником, но когда он столкнулся с реальностью, то есть с этой зарплатой, с этими какими-то бумажными проблемами, которые всегда возникают. Вот это вы называете реальностью, да, в МВД? Я так и подумал. Нет, я подозреваю, я просто, к счастью, не сталкивалась, но я подозреваю, что есть там, конечно, много других удручающих моментов, но основные, конечно, это когда молодой человек понимает, что делает он много, действительно. Как его зовут? Денис. Денису мы должны пожелать, чтобы его желания совпали с зарплатой. И когда-то наступит такой момент, я надеюсь, очень скоро, когда Денису будет и приятно работать в МВД, и выгодно материально. И материально тоже приятно. Вы просто сейчас буквально России пожелали хороших дней. И мы слушаем следующий вопрос. Его задала девушка по имени Даша, которая недавно ушла из крупной компании ради работы мечты, но вот не заладилась. Я маркетолог,
Недавно ушла из офиса крупнейшей международной компании, чтобы работать в сфере мечты, но зарплаты в 3 раза меньше, так как посчитала, что для меня самореализация важнее денег. Спустя год оказалось, что кушать все-таки хочется. Я начала искать возможность вернуться к прежнему уровню жизни, оставаться при этом в любимой сфере. И мне предложили руководить амбициозным проектом за очень высокую зарплату. К сожалению, через месяц оказалось, что инвестору этого проекта недобросовестный, и мне пришлось уйти. Сейчас я нахожусь без работы, в смятении, в подавленном состоянии. Вакансий в любимой сфере мало, зарплаты очень низкие. Возвращаться в офис не хочется. И при этом работать за такие маленькие деньги я, по ощущениям, уже не готова. Хочу спросить, что мне делать в данной ситуации? Надо ли снова идти на любимую работу, но за маленькие деньги, и при этом ждать, когда пройдет время, не знаю, несколько лет, и за нее начнут платить больше? Или же надо как-то поступить иначе? Вы знаете, интересная история. Дело в том, что я не разделяю точки зрения такой, что или я работаю за деньги без любви, или с любовью, но за еду. Это неправда. Была у меня лекция однажды. Как раз это я очень редко делаю лекции про работу и про деньги. Я не очень люблю просто тему. Но тут как бы сделал. Встает мужчина и говорит он вот что. Михаил, я вообще работаю инженером, но таким, как у нас любят говорить, в крупной иностранной компании и получаю примерно $5000 в месяц. Нормальная зарплата для инженера. Но в душе-то я художник. Я люблю рисовать картины и писать их маслом. Но мы же понимаем, что художники столько не зарабатывают, сколько я сейчас зарабатываю. Я говорю, вы знаете, они действительно столько не зарабатывают. Они за ваши $5000 даже задницу от стула не отдерут. Почему? Потому что художники зарабатывают $1 миллион, $10 миллионов. А что это за художник за $5000? Ну, дай бог, какой-то, может, набросок карандаш, что они $5000 стоит. Левой ногой, сидя на унитазе, он сделал. А так художник, даже относительно неизвестные художники современные, картина стоит, по $100-150 тысяч. И весь зал прямо замер. Почему? А есть же такие стереотипы, что инженер – это профессия, а художник – это бесплатно. Да нет, художники – миллионеры, если они художники. Это там рынок огромный есть, мы сейчас не будем эту тему развивать, просто на слово, поверьте. А может, кто-то любит песни петь и тоже считает, что за это не платят деньги. Но выдающиеся певцы, вроде Анна Нетребко, так не думают. Я думаю, у нее все хорошо с деньгами. Я уже молчу про, например, Пласида Доминго. Это тоже не жалуется. Может быть, кто-то считает, что, например, даже вот люди вот с детьми любят работать, да? Да, с детьми, прям вот любят с детьми. Но открой свою школу частную, детский сад и зарабатывай по 10-20 тысяч долларов в месяц. У людей в голове такая странная идея, что любимая работа – это про бесплатно. Я молчу про себя. Я как психолог же не жалуюсь, что мне мало платят. Нормально мне платят. Хорошо я зарабатываю. Откуда взялась такая идея? Я буду ждать, когда на этой работе будут платить больше. Но если человек, например, метлой махает и получает там какие-то копейки, да и то, говорит, в Москве дворники очень хорошо зарабатывают. А если 3 участка взять, там будет, по-моему, чуть ли не больше $1000-2000. Поэтому, друзья мои, пересмотрите свою жизненную позицию. На любимой работе зарабатывает намного больше, как правило, чем на нелюбимой. Мне вспомнилось, я как-то сказала, там же все места заняты на радио. Мне было, по-моему, 17 лет. Мне сказали, зачем тебе все? Тебе только одно нужно. Вот именно. А радио-то еще бегает, ищет эти таланты молодые по всему миру. Следующий вопрос задала Ирина, которая не может себя дисциплинировать без начальства. Это как раз вот тот самый вопрос про наемного рабочего работника или как раз про людей, которые вроде как работают на себя. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я работаю в сфере коммерческой недвижимости. И, конечно, я работаю в первую очередь ради денег, но также мне интересно работать. Я была домохозяйкой и поняла, что это жутко скучно, и работа всегда более интересна. Мой вопрос к психологу такой. С тех пор, как я стала работать самостоятельно, без начальства, я не могу себя дисциплинировать. То есть не бывает дни, когда просто жутко
лень начать работать. И от этого мои результаты, конечно, не самые блестящие. Я понимаю, что если бы у меня был какой-то начальник, наверное, я бы его боялась. А так как я сама себе начальница, то сложности организовать. Что советуете делать в таком случае? Спасибо. В таком случае я посоветую идти к психологу и разобраться с проблемой, которая называется прокрастинация. Наша героиня все откладывает, поэтому не может себя структурировать, собрать по времени. Еще хочу сказать вот что. Я когда учился в школе и после школы, вот в молодые годы, у меня друзья были почти весь круг общения студенты Суриковского института, художники. Талантливые, бездарные, разные были. Но дело вот в чем. Когда они там учились, их преподаватели сказали им очень интересную вещь. Они сказали, что каждый год в Советском Союзе выпускается Суриковский, Строгановский, Мухинское училище 5-го года и так дальше. Может быть, человек 300-400 художников в год. То есть за 10 лет должно быть 4-5 тысяч только в Российской Федерации. А мы берем, если еще национальные школы, не 1000 художников в год. И что, вы всех знаете? Мы сказали, нет. Говорит, конечно, какие они художники? Так? А кто все-таки становится художником? Сказали дальше преподаватели. И дети сказали, это самый талантливый. Говорит, нифига. Художниками становятся те, у кого есть внутренний стержень. Те, которые не бухают с утра до вечера, как все художники, а заставляют себя, это специально мы для... Как зовут девушку? Ирина. И для Ирины говорим. Художник же у нее нет директора, правильно? Но приходишь в мастерскую и фигачишь кистью по холсту. Так вот, те люди, у которых есть внутренний стержень, которые могут заставить себя утром встать и идти работать, несмотря на то, что они художники, такая богема, типа мы тут бухаем, тут мы курим, тут мы нюхаем, а раз в год мы что-то нарисуем. Не-не-не. Который каждый день, как сказал Пушкин, если каждый день в 7 утра начать работать, вдохновение уже через неделю придет. Вот так они себя заставляют, и они становятся художниками, потому что у них есть характер, у них есть воля. А дальше вопрос таланта просто. Если талант какой-то есть, то его можно реализовать за счет вот такой ситуации. Была смешная история. Была огромная миграция из СССР в Израиль. Чтобы было понятно, что такое огромное. 1 миллион человек за несколько лет приехало в Израиль, а в Израиле всех на тот момент жило 6 миллионов. И надо было как-то их трудоустраивать. И там были художники, много художников, 1000. И хозяин сети магазинов дешевых продуктов решил сделать такую благотворительность. Он снял спортивный зал и сказал художникам, я возьму 120 человек, вы должны будете в 9 утра прийти с красками, с этюдником на работу, вот сюда, в этот зал, и 8 часов писать картины. Представляете, такой, да, художнику такое предложить, бред. Художники, конечно, ржали, но кушать-то хочется, он им за это давал зарплату. То есть он платил им деньги, художники же не получают зарплату. Но как продашь картину, так и как потопаешь, так и полопаешь, как говорили. И вдруг вся страна ржала, потому что, чтобы так художники, то есть они реально приходили в 9 утра, нормально одетые, не с бодуна, огромный спортзал, 120 человек вставали, открывали свои эти этюдники, мольберты и фигачили до, как говорится, вечера с обеденным перерывом на 1 час, как полагается в офисе. Недолго продержалась, страна угорала, потому что это смешно. Как музыкантов еще взяли, припахали, сказали, будете музыку писать с 9 утра до 6 вечера с обедом. Вот. То есть художники, понятно, такие люди, которые не могут вот так. Но, тем не менее, у них должен быть внутренний стержень, они должны уметь работать, а не пить и ходить по тусовкам художественным. Из этих художники не получаются. Художники получаются из людей с характером, вот, которые могут себя заставить. И я хочу пожелать тем людям, которые наемные работники, чтобы они не за страх из себя структурировали, а те, кто работает на себя, чтобы они естественным путем, а не потому, что надо срочно что-то делать, потому что у них стресс, потому что у них сейчас они без денег окажутся, или у них бизнес загнется. Нет, это нормально для людей вставать и работать. Это нормальное и естественное состояние.
Следующий вопрос мой любимый. Его задал Александр. Он его очень сдержанно сформулировал, и поэтому он сейчас его задаст, а я потом еще немножечко дополню, и тогда уже, Михаил, вы ответите, наверное. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Александр. Я работаю в большой производственной компании, которая занимается разработкой энергосберегающих технологий. Я занимаюсь там закупками сырья для производства. Мне очень нравится эта деятельность. Я работаю только потому, что реально люблю это дело. Планирую развиваться, получать образование, расти как специалист, и впоследствии достигать каких-то высот конкретно в этом направлении. А вопрос у меня к вам такой. Как вы считаете, допустимо ли идти на какие-то сделки со своей совестью? Например, если руководство, просит вас сделать то, например, причем это не имеет отношения к работе, сделать то, что вам не очень нравится. Например, если я не очень люблю пить, а мне приходится ходить там в бары с начальством, пить там водку и так далее, при этом я себя плохо чувствую, но понимаю, что если я этого не сделаю, мои отношения с ними разрушатся, и это плохо повлияет на мою карьеру. А конкретно в этом месте мне работать очень хочется. Как себя вести здесь, на ваш взгляд? Спасибо. Вот такая история от Александра. Они с начальником, история, да. с начальником в идеальных отношениях. Прет человеку, и работа нравится, и с начальником все хорошо, и с коллективом. И они поехали в командировку, спускаются с трапа самолета, и вдруг начальник, такой приличный до этого человек, потирает руки и говорит: сейчас напьемся, а потом в бордель. Рассчитывая на своего друга. А тот не хочет совсем таких вещей. А ему бы город посмотреть, где-нибудь поужинать. Вот так. Что я хочу Александру ответить? Александр, во-первых, категорически не прав. За то, что ты пытаешься прогнуться, тебя любить начальник никогда не будет. Надо это иметь в виду. Это иллюзия. То, что будешь пить с ним и делать то, что он от тебя хочет, он для любви ты его не получишь. И уважения, кстати, тоже никакого. Но он будет знать, что он может... человеку нужны деньги, ему нравится работа, им можно воспользоваться и купить его, так он говорит, лояльность, толерантность за деньги. Если ты будешь сам собой, тебя гораздо больше будут уважать и любить. Начальник смирится с тем, что ты не собираешься с ним ни бухать, ни ходить по борделям, а ты другой человек. Если он тебя держит за профессионализм, ему деваться некуда, он проглотит эту жуткую обиду, да, и будет ходить туда сам. Если он держит тебя как для компании, то есть он как профессионал к тебе вообще никак не относится, но ты ему нужен, потому что ты такой тусовочный, он может с тобой загулять, тогда причем здесь, так сказать, работа твоя, да? Вот что я об этом думаю. То есть нет таких правил никаких, кому-то специально угождать, и поэтому я отработаю и так далее. Об этом еще Александр Николаевич Островский писал в своих пьесах. Бесполезные занятия выгонят первым, потому что начальство не любит людей, которые присмыкаются. Оно их, естественно, держит, потому что начальство знает, что кто-то присмыкался. Но когда какие-то важные вещи, когда доверяют, поручают и продвигают по карьерной лестнице тех людей, которые профессионалы. К сожалению, в России последние годы, как говорили раньше, кумовство, то есть блат, расцвел нереально пышным цветом. Дошло до смешных вещей. Во всем мире, например, спорт детский, да, это удел бедных. То есть это люди из бедных семей пытаются сделать так, чтобы их дети пробились в университет там и так далее. Вот все баскетболисты, да, это люди, которые вообще никакое образование не светило. За счет спортивных успехов они поступают в университеты. Великий Пеле вообще чистил обувь. Но только в России все наоборот. Только богатые могут отдать своих детей на спорт. И там они просто еще тренеры платят деньги, там, футбол, хоккей, теннис, чтобы их на поле выходило, чтобы с ним работали и так далее. Интересно, правда? Поэтому у нас этого есть проблема, когда очень многие вещи делаются по блату. Люди занимают посты, потому что кто-то кому-то родственник. Такая азиатская история, в принципе, она известная. Но Россия, видимо, не исключение. И вот осталось еще пара минут, и мы еще ответим на несколько вопросов, если успеем. Поехали. Сейчас прозвучит последний вопрос в записи от девушки по имени Лера, которая самый нестандартный ответ на вопрос «Зачем вы работаете?» выдала. Она сказала: «Я долго думала, как помочь миру». Я фотограф и работаю, потому что для меня очень важна реализация. Я долго думала,
как я могу помочь этому миру, как мне стоит реализовываться. И пока на данный момент мне кажется, что работа фотографом – это лучшая реализация для меня, и это интересно окружающим людям. У меня есть вопрос, он касается того, что помимо фотографий меня интересует еще множество вещей. Есть такое понятие, как сканеры, люди, которые увлечены сразу несколькими историями, и вот я один из таких людей. Для меня страшно, что я могу не успеть реализоваться в чем-то еще, или не смогу совместить работу фотографа со своими другими интересами. Но Лера человек непростой. Она прямо как в этом анекдоте про Акынов, еще молодой Акын, она себя ищет еще, да. На самом деле 2 раза прозвучало слово «страх» применительно к работе, что у меня, как у психолога, вызывает сразу много вопросов к Лере. Получается, что она не столько интересуется многими вещами, сколько боится умереть раньше, чем она все попробует. То есть такая тревожность, связанная с профессиональной деятельностью. Вот. Я думаю, что мы можем считать, что Лера еще молодая. И в этот период ее жизни надо реально все попробовать. Она уже фотограф, как бы она работает в этой сфере, а вот все остальное она хочет еще попробовать. Я бы не сделал каких-то противоречий из этого. Я бы попробовал другое, 3-е, 10-е. Почему? Чтобы понять, что ты хочешь. Если ты твердо еще не понимаешь, у тебя есть еще другие интересы, тебе нужно что-то конкретное сделать. Как было написано на рекламе кроссовок «Just do it». То есть есть какие-то вещи, которые просто практически можно сделать. Просто сделай, и все. Хочешь вот это, попробуй вот это. Это лучше, чем люди сидят на кухне и думают, вот хорошо было бы вот еще вот этим поработать. Ну, возьми и поработай. Потом скажешь, хорошо или не очень. Я думаю, что тут еще возраст играет роль. Что люди себя ищут какое-то время. Понимаете, в чем еще проблема? Вот у меня знакомая одна есть, она и стилист, и стоматолог, а еще она поет в джаз-группе. И это все очень здорово, но она в итоге... Все, да? Она, я хочу объяснить, работа чуть-чуть. Это про деньги, это не про хобби. А то многие путают. Может, она в джаз-группе работает для себя. В итоге она поет в ресторанах, в которых, в общем-то, не очень благодарно все это выглядит. Она не самый лучший стоматолог где-то на окраине. И, как стилист, я считаю ее гениальной, но при этом она там не зарабатывает много, потому что не тратит все свое свободное время на свое продвижение. Потому что мы отлично знаем, что можно и сережки из глины те самые продавать успешно. Я скажу, что, Дашенька, не все люди должны и хотят рубить бабло на своей работе. Некоторых устраивает то, что их устраивает. И я видел таких людей, которые абсолютно талантливые, могли бы зарабатывать в 10 раз больше, не хотят. Не хотят надрываться, не хотят брать на себя лишние обязательства. Их вполне устраивает то, что они делают. Такое есть. Но когда мы отрываемся от одной сферы, мы занимаемся чем-то еще, мы в ней не совершенствуемся, или все-таки это глупости и наоборот даже хорошо? Это должна быть потребность. Вы не можете совершенствоваться из соображения совершенствования. Вы должны хотеть это делать. Например, когда я был молодой, я обожал читать книги по профессии. Я даже помню, когда у меня вообще денег не было. Это был 1980 год, вот эти знаменитые мои 69 рублей в месяц зарплата. Я в Одессе из-под полы купил книгу Берна за 15 рублей. Представляете, что это за деньги были? Это еще 4 такие книги, 3,5. Это моя зарплата месячная. Последние 20 лет я вообще ничего не читаю по психологии, мне неинтересно. Не потому, что я все прочитал. Всему свое время. Когда мне интересно было, я совершенствовался, да? Помню, читал, такой был выдающийся немецкий психиатр Карл Леонгард, например, да? Кстати, в России был совершенно гениальный Владимир Леви. Когда молодой был. Дико интересно писал. Сейчас не буду я читать эти книги. Не потому, что я умный слишком стал. Мне неинтересно просто. Я читаю какую-то беллетристику ни о чем, а вот по профессии не хочу. И это надо хотеть. Совершенствоваться просто так невозможно. Потому что надо. Если у вас есть потребность, будете. Нет? Нет. На этом у меня вопросы закончились. Да, кажется, закончились. Спасибо, Михаил, за этот час. Спасибо, эфира. Даша, тебе. Спасибо слушателям, что слушали. А может, кто-то в конце на работу устроился.